Итак, последний закрепочный ряд по задней стороне. Сейчас, секунду. Так вот, по задней стороне, вот хорошо видно нашу ластовицу. У меня закреплено уже 5 петель, получается 2, 4, 5 до маркера, и после маркера 2, 4, 5. В общем, 10 петель на ластовицу. Передняя часть, ряд закрепочный получается. Мы провязываем с вами ластовицу, закрепляем скрещенными наши накиды. Первый за переднюю стеночку лицевой, провязываем 9 петель, и в конце у нас также накид, который идет на ластовицу, мы провязываем за заднюю стеночку лицевой петелькой, вот так. И с этого момента переходим на чулочные спицы 3 миллиметра, вяжем лицевыми петельками до петель ластовицы. Просто чтобы потом не переснимать, я решила сделать так: перейти на чулочные спицы. Мы вяжем до ластовицы, не довязывая 5 петель. Итак, это петли штанины мы с вами провязали. Теперь продолжаем вязать по кругу. Провязываем с вами 5 рядов. В круговом вязании. Так, первый ряд мы провязали. Осталось провязать еще 4 ряда. То есть сейчас второй идет у нас, да, ряд. Мы провязали с вами 2 ряда. Так, нам надо провязать еще 3 ряда по кругу. Мы провязали 5 рядов. Теперь мы должны делать убавку. Убавку делаем по боковой части, там где у нас идет ластовица, с внутренней части. Так, мы провязываем 1 петлю. Следующие 2 петли мы провязываем за переднюю стеночку лицевой петелькой. Дальше продолжаем вязание по кругу до тех пор, пока с другой стороны, то есть 3-й или 4-й спицы, как у вас, не знаю, у меня всего 4 спицы я взяла, так удобно вязать. С другой стороны, не довязывая 3 петли, вяжем по кругу лицевыми петельками. В конце ряда остается 3 петли. Мы их переворачиваем 2 петельки и провязываем их вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Получается с наклоном влево. Остается 1 лицевая петля. Так мы с вами провязали 6 рядов. Так, сделали 1 убавочку. Теперь мы должны с вами опять провязать 5 рядов
и в 6-м ряду опять сделать убавку. Итак, мы будем делать с вами убавки для размеров до 6 месяцев. 3 убавки. Одну мы сделали, осталось еще 2 сделать. С 6 до года, с 6 месяцев до года 5 убавок. Так. После убавок вы вяжете также обычными рядами, без убавок, лицевыми петельками на высоту. Так, для моего размера получается 16 сантиметров. Для ваших размеров вы видите на экране. Вяжем лицевыми петельками. Встречаемся, когда мы уже провяжем нужную нам высоту. То есть в моем случае 16 сантиметров. Мы провязали с вами на нужную нам высоту штанину. Так, теперь считаем петельки. Их должно быть четное количество. У меня на одну петельку больше, поэтому я ее в начале ряда убавлю. Итак, убавляем одну петлю. 2 петли провязываем вместе лицевой петлей за переднюю стеночку. И дальше вяжем резинкой 1 на 1. То есть лицевую мы провязали. Дальше вяжем одну изнаночную, одну лицевую, одну изнаночную. И так чередуем до конца ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И закончить мы должны с вами изнаночной петелькой. Если хотите, можете взять спицы на 1 размер меньше, то есть не 3, а 2,5 или 2 миллиметра. Тогда резиночка будет более плотненькая. Так, мы должны с вами будем провязать по кругу. Для всех размеров 4 сантиметра. Резинка 1 на 1. И так далее продолжаем до тех пор, пока не провяжем 4 сантиметра резинкой. Мы провязали с вами 4 сантиметра резинкой 1 на 1. Теперь надо закрыть петельки. Обрезаем ниточку. Берем ниточку побольше с запасом. Берем иголочку с толстым ушком. Начинаем закрывать петельки. Итак, первую петельку снимаем слева направо и подхватываем изнаночную справа налево. Ниточку вытягиваем. Возвращаемся обратно к лицевой петельке, подхватываем ее справа налево и следующую тоже подхватываем справа налево, лицевую. Ниточку вытягиваем. Возвращаемся к изнаночной петельке, подхватываем ее слева направо, снимаем, следующую изнаночную петельку справа налево, вытягиваем. Возвращаемся снова к лицевым, слева направо снимаем, следующую лицевую справа налево подхватываем, ниточку вытягиваем. Опять возвращаемся к изнаночным, слева направо снимаем, справа налево подцепляем, ниточку вытягиваем. Возвращаемся снова к лицевым. Одну снимаем, вторую поддеваем. И так до конца.
У нас остается 2 петельки на спице. Закончили мы на изнаночных петельках. Переходим на лицевые. Лицевую снимаем слева направо и подхватываем лицевую петельку, снятую, самую первую, справа налево. Теперь переходим на изнаночную. Мы ее снимаем слева направо и подхватываем справа налево следующую изнаночную. Вот так. Теперь ниточку мы прячем, делаем узелочки, прячем ниточку, и наша штанина готова. Так, дальше ниточку я заправлю. Вот такая у нас штанина получается. Если будет длинная, можно подвернуть на резиночку. Вот, и по мере роста ребеночка, соответственно, резиночка разворачивается. Итак, теперь мы должны с вами были бы провязать вторую штанину, но так как у меня на ниточках цвет идет дальше голубой, а здесь у нас штанина шла фиолетовым цветом, я провяжу рукав, чтобы у меня более-менее были ровные цвета. Итак, берем с вами рукав. Здесь у нас было под рукавом 3 петельки. Мы на спице чулочные 3 миллиметра набираем петельки. Здесь у нас есть петелька. Дальше идут 3 петли лицевых. 1, 2, 3. И такая же петелька, как с этого края, так и с этого. Поднимаем ее тоже на спицу. Вот так. Здесь в промежутке можно было еще одну петельку поднять. То есть мы набираем первую. Здесь в промежуточке. Дальше 3 петли. Это уже 5 петелек на спице. Здесь в промежутке поднимаем петельку. И в конце петля. Вот так. Да. Так меньше будет зазора. Итого у нас на спицах получилось 7 петель. Мы потом убавим с вами 2 петельки. И получится 5 петелек. Так, остальные петли с ниточки мы переснимаем на спицы. Я этот момент пропущу, продолжим уже, когда пересниму все. Так, я пересняла петельки рукава. Теперь берем нашу рабочую ниточку. Я сделаю здесь петельку. И начинаем вязание от подмышки. Первые 2 петельки я хочу убавить, поэтому их я провяжу вместе лицевой петлей за переднюю стеночку. И вводим в работу нашу основную нить. Дальше мы провязываем 3 петли под рукавом лицевыми петельками. И следующие 2 петельки мы также сокращаем в одну за заднюю стеночку лицевой петелькой. Вот так. Дальше продолжаем вязание по кругу. Мы должны с вами провязать 5 рядов и делать убавки, так же как мы делали на штанине. Так, для размеров от 0 до 6 месяцев мы делаем 3 убавочки через каждые 5 рядов, то есть в каждом 6-м ряду. А для размеров от 6 до года мы с вами сделаем 4, можете сделать 5 убавок. 4-5 убавок. Итак, вяжем 5 рядов лицевой глади по рукавам.
Мы провязали 5 рядов, остановились перед нижней спицей. У нас на ней с вами 5 петель. Теперь в 6-м ряду мы должны с вами делать убавки. Мы провязываем 3 петли. Вот у нас идет центральная петля. Перед ней и после нее мы будем делать с вами убавки. Ряд у нас начинается с центральной петельки. То есть мы провязываем 3 петли с нашей центральной петлей. Дальше делаем убавку. 2 петельки провязываем вместе за переднюю стеночку лицевой петелькой. Вот так. И для удобства я провяжу на эту же маленькую нижнюю, вернее, спицу еще пару петель со следующей спицы. Ну, провяжу 3. Вот так. И 3 мне надо будет добавить с этой спицы, с правой. Так, продолжаем дальше вязать. Нижнюю спицу мы провязали. Теперь лицевыми вяжем по второй спице. Переходим на третью спицу. Также вяжем лицевыми, не довязывая 3 петельки, которые мы должны будем с вами добавить на нижнюю спицу. Итак, с третьей спицы у нас остается 3 петли. Мы их переснимаем на нижнюю спицу, на первую. Продолжаем наше вязание до убавки. То есть вот она, наша центральная петелька. Мы должны провязать сейчас 3 петли, которые мы пересняли. Провязываем их лицевыми. Следующие 2 петельки мы с вами переворачиваем. Вот вбегаем вперед левую стеночку. Вот так. Теперь провязываем их вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Готово. Дальше можете здесь повесить маркер, если вам неудобно и вы не видите центральную петлю. Я как-то ориентируюсь, видно, где мы сокращали. Центральная как раз выделяется. Дальше мы провязываем с вами опять 5 рядов. И в 6-м ряду опять же делаем убавку. От 0 до 6 месяцев мы делаем 3 убавки. От 6 месяцев до года мы делаем 4-5 убавок. Встречаемся, когда провяжем. Для моего размера 16 сантиметров. Для ваших размеров вы видите на экране. Мы провязали с вами 16 сантиметров рукава. Я сделала 3 убавки. Итого у меня на петлях получилось 34 петли. И так как число у меня четное, то убавлять я ничего больше не буду. Вы должны посчитать свои петельки. Если у вас число нечетное, то надо убавить 1 петельку. Если четное, то дальше вяжем резинкой 1 на 1. Итак, на нижней спице у меня 5 петель. Первые 2 петельки я провязываю также лицевыми. И с третьей петли я начинаю вязать резинку 1 на 1. То есть я провязываю 1 лицевую, 1 изнаночную, 1 лицевую. И так по кругу чередуем лицевые и изнаночные. То есть провязываем резинкой 1 на 1. Для всех размеров мы должны с вами провязать резинкой 1 на 1 4 сантиметра, так же как и на ножках. И так же как на ножках мы закрываем петельки. Я думаю, этот момент я буду пропускать, потому что мы делали то же самое на ножке, то есть на штанинах. Так, мы провязываем с вами 4 сантиметра резинкой 1 на 1 и закрываем петельки также иголочкой, как мы закрывали на штанине.
так изнаночная, и остается провязать 2 петельки. Заканчиваю изнаночной. Итак, дальше у нас повторяется второй ряд. Мы вяжем также по узору, то есть резинка 1 на 1. Вот один рукав у нас уже почти готов. Провязываем 4 сантиметра, закрываем петельки, рукав готов. Второй рукав мы вяжем точно так же, как и этот рукав. Набираем то же самое количество петелек снизу. Сокращаем столько же, сколько и здесь, и провязываем такое же количество сантиметров. Итак, встретимся с вами на вывязывании второй штанины. Мы закончили с вами рукав. У меня начались фиолетовые ниточки, поэтому я перейду на вязание второй штанины. Итак, вторая штанина. У нас на спицах остались петли ластовицы. Так, сделаем петельку из рабочей нити. На спицу я пересниму петли ластовицы. Это у нас 10 петель. 5 петель до маркера заднего. Маркер можно снять или переснять, как вам удобно будет. И 5 петель после маркера. Всего получается 10 петель. Итак, дальше я перехожу на чулочные спицы. Теперь берем рабочую ниточку и начинаем наше вязание по кругу. Итак, петельку мы подтянем, чтобы не было у нас дырочек. Ой, совсем забыла, надо оставить побольше ниточку, для того, чтобы мы с вами могли сшить ластовицу. Оставляем побольше ниточку, чтобы нам хватило. Итак, здесь делаем петельку и приступаем к вязанию. Вводим в работу рабочую нить. Продолжаем вязать по кругу. Для удобства можете переснять петли ластовицы на вспомогательную ниточку или булавочку, кому что удобно. Итак, вяжем первый ряд лицевой, переснимая петельки на чулочные спицы. Останавливаемся, оставляя непровязанными 10 петель ластовицы. Вот они остаются на спице. Дальше продолжаем вязание по кругу. Провязываем 5 рядов, после чего мы делаем убавку, так же как и вязали предыдущую штанину. Дальше провязываем точно так же, как вязали предыдущую штанину, на ту же высоту. Потом провязываем с вами 4 сантиметра резинкой 1 на 1. Не забывайте делать убавки. И закрываем петельки. И 2 штанины будут готовы. Встретимся с вами уже на закрытии ластовицы. Мы с вами связали 2 рукава. Ниточки я сразу закрепила и убрала. Итак, 2 штанины. Закрываем ластовицу.
Петельки ластовицы я пересняла на спицы чулочные, так удобнее. Получилось 10 петелек внизу, 10 наверху. Итак, ниточка, хвостик, который мы оставляли, работаем с ним. Одеваем его в иголочку. Ниточка у нас должна быть справа. И теперь начинаем закреплять. Я подхватываю петельки лицевые по краям, фиксирую, чтобы не было дырочек. Вот одна, вот во вторую вхожу и во вторую с другой стороны. И подтягиваю. Теперь начинаем. Первую лицевую петельку снимаем. Нет, вру вам, простите. Мы остановились сзади. Теперь лицевая петелька снизу подхватываем за стеночку левую и подхватываем лицевую петельку с нижней спицы. Вытягиваем ниточку. Также делаем с другой стороны. За левую стеночку подхватываем лицевую петельку сбоку. И за правую стеночку подхватываем петельку с верхней спицы. Ниточку подтягиваем. Переходим к нижней спице. Подхватываем слева направо. Снимаем петельку. И подцепляем вторую лицевую петлю с нижней спицы. Справа налево. Ниточку вытягиваем. Переходим обратно на верхнюю спицу. Справа налево петельку мы снимаем, слева направо подцепляем, ниточку подтягиваем. Возвращаемся к нижней спице. Слева направо мы снимаем, справа налево подцепляем, ниточку подтягиваем. Дальше к верхней спице. Справа налево мы снимаем, слева направо подцепляем, ниточку вытягиваем. Опять переходим к нижней спице. Слева направо снимаем, справа налево подцепляем. Ниточку подтягиваем. И так до конца. У нас на спицах остается по одной петельке. Переходим к нижней. Слева направо снимаем. Спицу убираем. Сняли. И теперь здесь подхватываем лицевую петельку. Вот так. Ниточку подтягиваем. Теперь с другой стороны. Справа налево снимаем. Спицу убираем. И снизу подцепляем лицевую петельку. Вот так. Ниточку подтягиваем. Вот. У нас еще остается дырочка, поэтому я возвращаюсь и подцепляю 2 лицевые петельки. Здесь фиксирую, прохожу несколько раз. Можно зайти чуть дальше, да, посмотреть, где у нас тут дырочка, чтобы ее не было. Вот так. Теперь ниточку вывожу на изнаночную сторону. Выворачиваем работу. И теперь по краю, по изнаночным петелькам мы доходим с вами до уголка, до начала вязания ластовицы.
примерно так. Все, наша ластовица готова. Нам останется только сделать шнурочек и вшить молнию. Молнию можете вшивать любым удобным для вас способом. Я покажу, как делаю это я. Опыта у меня, конечно, не так много с молниями, поэтому не судите строго. Итак, берем нашу молнию. У меня она вот такая. Потайная, наверное. Хорошо расстегивается и застегивается. Итак, уголочки нам надо будет с вами подвернуть. Верхние. Я делаю вот так. Чуть-чуть наискосок. Вот так. Не переключается. В общем, немножечко наискосок. Итак, берем наше полотно, наш комбез и прикладываем ко второй петельке от начала. Вот первая у меня оранжевая, вторая зелененькая. Прикладываю вот так к зелененькой петельке. Берем вспомогательные иголочки и прикалываем. Вот так. С одной стороны. И то же самое мы должны сделать с другой стороны. Находим вторую петельку. Вот первая оранжевая, вторая желтенькая. И также прикалываем ее к полотну. Итак, начало положено. Дальше мы начинаем с вами раздвигать край изделия и аккуратненько прикладываем его к молнии, к краю. И фиксируем иголочками. Сильно растягивать не надо. Ну и слабо тоже не надо, потому что оно будет тогда у нас скомкано все. Чуть-чуть подрастягивать, так выразимся. Выпрямлять. Просто выпрямляем и прикалываем. Вот таким образом. Конечно, лучше всего отутюжить изделие, отгладить, кому как удобно на слух воспринимать слово. Я из Эстонии, поэтому русский язык, он вроде бы как мой родной, но может отличаться от россиян. Итак, мы прикололи с одной стороны. И теперь то же самое мы делаем с другой стороны. Немножечко поднатягивая. Можете в узор попробовать сделать, но вряд ли получится, потому что все-таки мы вязали тогда поворотными рядами, и оно немножечко отличается. У нас сама пряжа такая. Также прикалываем с другой стороны. Можете делать почаще, можете делать пореже, кому как удобно. Мы потом с вами наметаем все равно это ниточкой с иголочкой.
Сейчас надо просто зафиксировать на молнию, чтобы она у нас никуда не съезжала, и мы как ровно ее сложили, да? Так, это у меня еще от рукава ниточка. Вот так вот мы с вами зафиксировали молнию. Теперь нам нужна с вами ниточка с иголочкой. Я взяла обычные нитки красного цвета, чтобы было видно нить, потом ее удалить. Вставила в иголочку, сделала узелочек. Так, если вам так неудобно, то можете расстегнуть молнию. Можете не расстегивать, кому как удобно. Мне удобнее, конечно же, расстегнуть. Она у нас иголочками зафиксирована, поэтому никуда съехать не должна. Итак, молнию расстегиваем. И теперь начинаем фиксировать наши изделия к молнии. Вот у нас идут крайние петельки. По ним мы и будем идти. Начинаем от конца молнии и двигаемся вперед, удаляя наши иголочки вспомогательные. Первую убрали. И так продолжаем дальше. Можно в каждую петельку входить, можно пропускать петельки. Это не столь важно сейчас. На данном этапе. Главное, чтобы она у нас была зафиксирована ровненько по молнии. Вот так. И так мы ее фиксируем до конца. С одной и потом с другой стороны делаем то же самое. Мы с вами зафиксировали молнию контрастной ниточкой. С изнаночной стороны выглядит вот так. Молнию можно проверить, чтобы она у нас ровненько застегивалась, да? Чтобы высота у нас не отличалась. Теперь выворачиваем нашу работу на изнаночную сторону. Мы оставляли с вами ниточку от ластовицы. Итак, здесь мы должны с вами соединить петельки. Подхватываем с вами крайнюю часть петельки, да, то есть с левой стороны это получается левая стеночка. Мы ее подхватываем справа налево, вытягиваем ниточку, переходим к петельке с правой стороны. Мы подхватываем правую стеночку, слева направо, вытягиваем ниточку. Дальше переходим к левой петельке, левую стеночку подхватываем справа налево, вытягиваем ниточку. И так лесенкой делаем в одну сторону, в другую сторону. Ниточку подтягиваем. Опять возвращаемся в одну сторону, в другую сторону. Ниточку подтягиваем. И так доходим, когда уже некуда будет закреплять, то есть до конца. Так.
последний раз в одну сторону и в другую сторону. Здесь можно вернуться. Вот так. Можно здесь сделать узелочек и спрятать ниточку. Так и сделаем. Делаем узелочек. И ниточку прячем в петельки. Можно еще раз пройтись, если хотите. Как-то так. Ниточку обрезаем. Все, шовчик у нас получается закрыт. Итак, теперь опять по изнаночной стороне нам нужна рабочая ниточка и спицы 3 миллиметра. Какие вам будут удобно. Кому-то прямые удобно, да? Я буду круговыми вязать. Расстояние большое. Таких длинных спиц у меня нет. Итак, если мы положим полотно ровненько по изнаночной стороне, вот, надо посмотреть, где у нас заканчивается молния приблизительно. Так. Вот у нас идут изнаночные петельки. Их мы должны с вами поднять на спицу. Главное это делать ровно по ряду. Можете сделать чуть ниже. Вреда никакого от этого не будет. Я захвачу вот этот вот прям под молнией изнаночные петельки. Вот они идут. Итак, берем рабочую ниточку, делаем с вами петельку, и начинаем вывязывать петельки. Так, у нас здесь хвостик, поэтому надо взять чуть-чуть повыше. Ну вот, возьму, вот у нас идет горловина, возьму чуть ниже горловины. Вот тут 2 петельки. Прибавку, наверное, делали или убавку. Итак, первая петелька у нас есть. Продолжаем ниже набирать петли таким же образом. Подхватываем и вывязываем петельку. Вот так. Опускаемся еще ниже. Подхватываем, вывязываем петельку. Еще ниже. Вот она. Подхватываем, вывязываем петельку. А можете подхватить сначала все, а потом уже вывязывать петельки, кому как удобно. Таким образом мы должны с вами поднять петельки до конца молнии. Здесь можно ее подрезать, чтобы она не мешалась нам. У нас все равно это место будет закрыто, но не сильно. Половинку я обрежу и довяжу вот примерно сантиметр до конца молнии. Или можно подвернуть и прошить иголочкой. Можно просто обрезать, чтобы оно не мешалось. То есть до конца мы должны с вами добрать петельки. Встретимся, когда наберем таким образом петли. Вот мы с вами набрали петельки.
Остановилась я на сантиметр от конца молнии. Если у вас молния заканчивается здесь, прям на конце, то тогда чуть-чуть провяжите подальше, чтобы у нас потом шов закрыл молнию. Итак, вот так это выглядит с лицевой стороны. Если потянуть, то видно, да, где у нас идет разделение, набор. Получилось 3 петли от края. Со второй стороны надо будет делать точно так же. Теперь мы вяжем с вами лицевой гладью до тех пор, пока у нас эта часть не закроет, то есть не дойдет до молнии. Приблизительно 4 ряда. Если у вас тугое вязание, то примерно 6 рядов. Итак, мы вяжем лицевыми, изнаночными туда-обратно, пока не закроем молнию. Расправляем обе части и примеряем, сколько не хватает. Возможно больше, возможно меньше. Смотрите сами, чтобы довязать именно до молнии, чтобы много не было внахлёст, да, и чтобы мало не было. Так, чтобы мы могли потом связать с вами, вернее, сшить 2 части вместе, чтобы оно не стягивало и не растягивало. Вот так. Встретимся, когда уже провяжем нужную нам высоту внутренней части. Я провязала 4 ряда. Вот так это выглядит. Теперь мы должны с вами закрыть петельки. Закрываем петельки простым способом. В принципе, так как я чуть-чуть перевязала, если выровнять, у меня получается немножечко внахлёст, то можно закрыть таким образом. Я закончила вязать изнаночный ряд, ниточка у меня получается справа по лицевому ряду. Я перехожу обратно на изнаночный ряд и закрываю петельки. Первую петельку ввожу в первую петельку и накидываю ее, получается, на вторую петлю. Вот так. Вытаскиваю вторую петлю через нее. Обратно возвращаю петельку, образованную петельку возвращаю на левую спицу и ее накидываю на следующую петельку. И тем самым у нас получается закрытие петель. Обратно возвращаю и достаю. Это очень удобно делать крючком. Вот у нас получается красивая косичка. Также продолжаем с вами закрывать петельки по изнаночной стороне. Так. И так как это долго получается, я сделаю это сама. И уже вам покажу, как будем дальше действовать. Уже после того, как мы закроем петельки. У нас остается с вами 2 петельки. Мы последнюю петельку накидываем на рабочую. Провязываем одну изнаночную петельку и вытягиваем нитку. Как бы делаем узелок. Итак, теперь нам надо ниточку обрезать. Берем ниточки побольше, на всякий случай, чтобы не была короткая. Ниточку обрезаем. Итак, берем иголочку с толстым ушком.
желательно металлическую, потому что сейчас мы будем прошивать молнию. Итак, вставляем ниточку в иголочку. Затягиваем наш уголочек. И теперь начинаем прошивать. Так как мы брали чуть выше нашей молнии, вот здесь у нас остался уголочек молнии, его надо обрезать, чтобы он нам не мешался. Вот так. Прикладываем нижнюю часть к молнии. Да, она у нас должна быть чуть выше молнии, чтобы ее закрывать. Берем нашу иголочку, продеваем в первую петельку, верхнюю, и подтягиваем ниточку. Эта часть у нас выше молнии. Теперь начинаем идти вперед иголкой, фиксируя обе части. Нижнюю часть держим и верхнюю часть, чтобы они у нас более-менее совпадали. Если вам так неудобно, вы можете зафиксировать иголочками, так же как мы пришивали молнию к основной детали, чтобы она у нас никуда не разъехалась, то есть по всей длине. И начинаем пришивать уже по самой молнии, захватывая обе части, проходя через молнию. Вот так. В одну сторону и в другую сторону. Таким образом. Вот так. Здесь уже надо смотреть, чтобы у нас петельки шли более-менее ровно. Если когда мы притачивали с вами, мы могли куда-то отлучиться, то сейчас этого делать нельзя, иначе будет очень сильно видно. Если хотите, можете не рабочей нитью это делать. Можете взять какую-нибудь другую нитку. Может быть, которая в цвет подходит. Но у меня такой цвет, что тут меняется, поэтому я решила пришить обычной ниточкой. Вернее, рабочей ниткой. Той же самой, что я и вязала. Итак, мы с вами фиксируем до конца. А здесь уже смотрите, убавить, не убавить. Но у меня она не закрывает, поэтому я обрежу ее. Так, и дошиваем, получается,
примерно не дошивая сантиметр нижней части. Его надо оставить, чтобы мы потом его зафиксировали вместе со второй частью, которая у нас будет. Мы как бы сделаем кармашек, закроем. Итак, дошиваем до конца и делаем вторую часть точно так же, как и первую часть. Также набираем с вами петельки, провязываем такое же количество петелек, сколько и на этой части, закрываем и также пришиваем. Я зафиксировала одну сторону, это изнаночная сторона, это лицевая сторона. Вторую сторону я провязала и закрепила ниточку в начале молнии. У меня здесь осталась очень длинная нитка, поэтому я решила сшить все одной ниточкой. Итак, здесь я не дошла примерно сантиметр до конца. Так как у меня здесь много молнии лишней, я ее обрежу. Вот так, чтобы она мне не мешалась уже. Беру вторую часть и первую часть. Можно сделать еще парочку стежков туда-сюда. Или не обязательно. В общем, теперь мы приравниваем две части. И проходимся точно так же, как мы проходились с вами от ластовицы. Подхватываем одну петельку с правой стороны и одну петельку с левой стороны. Ниточку вытягиваем. Теперь, как вставляем шнурки, возвращаемся к одной петельке, ко второй петельке. Ниточку затягиваем. Возвращаемся обратно к правой петле, потом к левой. И еще раз пройдемся к одной и ко второй петельке. Вот так. И теперь, чтобы у нас не было здесь дырочки, мы должны с вами прошить эту часть. То есть мы проходимся иголочкой, подхватываем изнаночные петельки и петельки нашего кармашка под молнию. Фиксируем, чтобы у нас не было дырочки. Так мы прошлись в одну сторону и проходим в другую сторону. Закрываем дырочку снизу. И последнюю петельку вот так. Теперь возвращаемся обратно.
Проходим под молнией. У нас получается закрытый низ. Здесь мы фиксируем еще пару петель. Чтобы у нас молния была более закрытая. Ну, вот, примерно так. Переходим обратно на нужную нам сторону. И также начинаем прошивать по этой стороне, подхватывая петельки с одной и с другой стороны. Доходим здесь до конца. И точно так же пришиваем здесь край. И здесь у нас оставалась ниточка от самого начала. Я ее почему-то спрятала. Ей тоже проходимся, здесь фиксируем верхнюю часть, чтобы у нас не было дырочки. И на этом все. Наш комбез готов. Осталось только сделать шнурочек в капюшончик. И все. Ну, думаю, с этим вы уже сами справитесь.